Всем добрый день! Сегодня я предлагаю вам связать вместе со мной вот такие ажурные носочки. Посмотрите, как они красиво смотрятся. Связаны данные носочки на размер 37-38. Вязать мы с вами их начнем с резинки. Наберем петли, свяжем резинку. Затем вот эту ажурную часть носочка свяжем. После этого приступим вывязывать клин подъема, затем длину носочка, перейдем к вывязыванию мыска, развернем наше вязание и будем от мыска вывязывать ступню, затем пяточку, и после этого сделаем с вами вот такой мнимый шов на носочках. Итак, что же нам с вами потребуется для вязания? Это пряжа. В моем случае это пряжа Alize Cotton Gold. Состав ее 55% хлопка и 45% акрила. Затем спицы. У меня это спицы на леске, размер 3,5 мм. Затем ножницы, чтобы отрезать ниточку, иголка с тупым кончиком и 2 маркера. Ну что, приступаем к вязанию. Берем нашу пряжу, отматываем от нее ниточку, берем спицы и набираем на спицы 42 петли. Любым способом, который вы только знаете и которым вы умеете. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и так далее. Самостоятельно набираете, пока у вас не будет 42 петли. Итак, мы с вами набрали на спицы 42 петли. Теперь одну спицу вытягиваем и начинаем с вами вязать резинку. Резинку будем вязать таким образом. Первую петлю снимаем, она у нас кромочная. Затем у нас будет лицевая петля, изнаночная следующая. Дальше опять лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная и так далее. И так довязываем до конца ряда. Последняя у нас с вами петля должна быть обязательно изнаночной. И вот у нас с вами в конце ряда осталось 3 петли. Значит, мы провязали изнаночную, теперь провязываем лицевую, затем изнаночная, и последняя петля у нас тоже будет изнаночная, так как это кромочная петля. Разворачиваем вязание и теперь вяжем, продолжаем вязать резинку по рисунку. Первую петлю снимаем, дальше смотрим. У нас она лицевая, значит мы ее вяжем лицевой. Следующая петля изнаночная, вяжем ее изнаночной. Далее лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная и так далее. Так мы вяжем с вами резинку 1 на 1. Высотой эта резинка будет у нас, вот посмотрите на нашем носочке, примерно сантиметра 3-4. Какую вы хотите высоту, такую и сделайте. Итак, я связала резинку. У меня она получилась почти 4 сантиметра. Итак, теперь мы с вами приступаем к вывязыванию нашего ажурного узора.
Вот видите, он сразу начнется от резинки и будем вязать мы его до вот этой вот платочной вязки. Это клин подъема. Мы с вами сделаем здесь 1, 2, 3, 4, 5 накидов. Итак, приступаем. Первая петля у нас будет кромочная, мы ее снимаем. Затем 3 петли провязываем изнаночными. 1, 2, 3. Дальше у нас 4 петли лицевых. 1, 2, 3, 4. Теперь 2 изнаночных. 1, 2. Следующие 4 петли лицевыми. 1, 2, 3, 4. Затем 2 изнаночные. 1, 2. Следующие 4 петли лицевые. 1, 2, 3, 4. Далее 2 изнаночные. 1, 2, 4 лицевых. 1, 2, 3, 4. 2 изнаночных. 1, 2, 4 лицевых. 1, 2, 3, 4. Следующие 2 петли изнаночными. 1, 2. Далее 4 лицевых. 1, 2, 3, 4. Теперь у нас осталось 4 петли. Мы делаем 3 петли, провязываем изнаночными. 3 петли изнаночные. 1, 2, 3. И последняя кромочная изнаночной. Все, ряд закончили. Повернули вязание. Теперь все петли мы с вами вяжем по рисунку. То есть как они на нас смотрят, какими петлями, такими петлями мы и вяжем. Первую петлю снимаем кромочную. Дальше у нас идут 1, 2, 3 лицевые. Затем 1, 2, 3, 4 изнаночные. Следующие 2 петли лицевые. Далее 4 изнаночных. 1, 2, 3, 4. Следующие 2 петли лицевые. Далее 4 изнаночные. 1, 2, 3, 4. Далее 2 петли лицевыми. 1, 2. Следующие 4 изнаночные. 3, 4. Далее 2 лицевых. Следующие 4 изнаночные. 3, 4. Далее 2 лицевых. 1, 2. Следующие 4 петли изнаночные. 3, 4. И последние петли у нас 3 лицевые. И последняя кромочная петля изнаночная. Итак, разворачиваем вязание. Третий ряд. Здесь мы с вами уже начнем выполнять вот эти вот накиды. Делаем первый накид нашего узора. Первую петлю снимаем, кромочная. Далее 3 изнаночных. 1, 2, 3. Теперь делаем накид. Следующие 2 петли провязываем вместе лицевой за заднюю стенку.
Следующие у нас 2 лицевые петли. Мы их сначала снимаем, затем разворачиваем и провязываем 2 вместе лицевой за переднюю стенку. Для чего мы с вами вот так сделали? Посмотрите на нашем ажурном узоре, если мы вот так вот посмотрим, здесь видно, как образуется у нас елочка. Видите? Вот когда мы по 2 петли провязываем вместе, у нас они получаются с наклоном влево, а когда мы разворачиваем с вами петли, то с наклоном вправо. Итак, мы провязали 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Теперь делаем накид. Следующие 2 петли у нас изнаночные. Теперь у нас опять получилось 4 лицевых. Здесь мы делаем сначала накид. 2 петли провязываем вместе за заднюю стенку лицевой, провязываем их. Затем 2 петли сначала снимаем, разворачиваем их и провязываем 2 вместе лицевой за переднюю стенку. Провязали, сделали накид. Следующие 2 петли изнаночные. Сейчас у нас опять 4 петли лицевых. Делаем накид. 2 петли вместе за заднюю стенку провязываем лицевой. Следующие 2 петли сначала снимаем, разворачиваем и провязываем 2 вместе за переднюю стенку лицевой петлей. И делаем накид. Далее 2 изнаночных. Снова накид. 2 вместе лицевой за заднюю стенку. Затем 2 петли снимаем, разворачиваем и провязываем их 2 вместе за переднюю стенку. Накид. И таким образом мы с вами довязываем до конца этот ряд. Итак, мы с вами до конца довязали ряд. Поворачиваем вязание. Это у нас теперь изнаночная сторона. Здесь мы все петли вяжем по рисунку. Первая у нас кромочная снимаем. Дальше у нас по рисунку идут 3 лицевых. Мы провязываем их лицевыми. Теперь у нас пошли накиды. Накиды мы провязываем изнаночными петлями. Дальше у нас по рисунку идут 2 изнаночных. Опять накид. Мы накид опять провязываем изнаночной. Дальше 2 лицевых. 1, 2. Накид у нас появился, провязываем его изнаночной. 2, 3, 4 изнаночных, затем 2 лицевых. Дальше опять появился накид, мы его провязываем изнаночной, потом еще изнаночная петля, еще одна, накид, опять провязываем изнаночной, затем 2 лицевых. И так далее. Вот так вот изнаночную сторону провязываем до конца ряда. Итак, я довязала ряд. Разворачиваем вязание. Теперь мы с вами оказались снова на лицевой стороне. Но сейчас в этом ряду, это 3-й ряд нашего рисунка, мы здесь никаких накидов делать не будем, а будем вязать ряд строго по рисунку. Первая петля у нас кромочная, снимаем. Дальше у нас идут 3 изнаночных. 1, 2, 3. Затем у нас 4 лицевых. 1, 2, 3, 4. Далее 2 изнаночных. 1, 2. Следующие 4 петли лицевые. 1, 2, 3, 4. Дальше изнаночные. 1, 2. И таким образом довязываем до конца ряда. Так, я довязала 3-й ряд нашего рисунка. Разворачиваем вязание. Изнаночная сторона. Мы помним, что на изнаночной стороне мы вяжем все петли так, как они на нас смотрят. Это и называется по рисунку. То есть, как петли на нас смотрят, так мы их и вяжем. Первая петля у нас кромочная. Дальше идут у нас 3 лицевых. Затем 4 изнаночных,
опять 2 лицевых, 4 изнаночных, 1, 2, 3, 4 и так далее. Довязываем до конца ряда и встретимся с вами на лицевой стороне. Итак, вот посмотрите, что у нас получилось. Мы с вами закончили вязать первый раппорт нашего рисунка. У нас уже видны накиды очень хорошо. Вот эта вот елочка просматривается. Я вам еще разочек сейчас покажу, как мы будем делать накиды. И дальше вы будете высоту носочка продолжать вязать сами. Итак, первую петлю кромочную снимаем. Далее у нас идут 3 изнаночных. Затем у нас накид. 2 вместе лицевой за заднюю стенку провязываем. Следующие 2 петли мы сначала их снимаем на спицу. Затем разворачиваем. И провязываем эти 2 петли лицевой петлей за переднюю стенку. Провязали, сделали накид. Следующие 2 петли изнаночные. Дальше у нас идут 2 петли лицевые. Мы сначала делаем накид, затем провязываем 2 петли лицевой за заднюю стенку. Следующие 2 петли сначала снимаем, разворачиваем их и провязываем 2 вместе лицевой за переднюю стенку. Затем накид, 2 изнаночные и так далее. Продолжаем до конца ряда. Значит, вот у нас уже с вами здесь хорошо видно, что вот появляются вот эти отверстия, и над этими отверстиями мы потом с вами через 2 ряда делаем накиды. Таким образом, продолжайте вязать дальше наш рисунок. Мы с вами сделали, значит, первый накид вместе провязали, второй сделали еще накид. Вы дальше вяжете вверх и довязываете до того места, где у вас будет 1, 2, 3, 4, 5. Когда вы сделаете 5-й накид, мы с вами встретимся, потому что дальше нам нужно будет уже вывязывать вот этот клин подъема. Итак, продолжайте вязать. Дальше наш ажурный узор. Делаем накиды. Значит, всего у нас накидов будет здесь 1, 2, 3, 4, 5. Еще раз повторяю, 5 накидов. Итак, мы с вами связали вот такое полотно. Сделали 5 раз накиды. 1, 2, 3, 4, 5. Сейчас мы с вами находимся на лицевой стороне. Вязать дальше будем следующим образом. Поворачиваем наше вязание. И с изнаночной стороны вяжем все петли по рисунку, так как мы и вязали раньше. Первую снимаем, кромочная. Дальше у нас идут 3 лицевых. Накид провязываем изнаночным. Дальше 3-я петля изнаночная, 4-я накид мы провязываем изнаночной. И так далее мы довязываем до конца ряда. Итак, мы с вами довязали до конца ряд. Разворачиваем наше вязание на лицевую сторону. И теперь мы с вами будем распределять петли, чтобы вывязать клин подъема. И будем продолжать вязать вот эту часть нашего носочка, саму длину носочка до мыска. Итак, каким образом распределяем петли? Первая петля у нас кромочная, мы ее снимаем. Дальше вяжем 10 петель лицевыми. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
То есть вместе с кромочной петлей у нас с вами получилось 11 петель. Берем маркер, отделяем эти 11 петель. Следующую среднюю часть мы с вами будем вязать вот по этому рисунку. Вот она у нас здесь вот идет в середине. Видите, вот эту часть мы сейчас с вами отделим вторым маркером. Так, первые 3 петли вяжем лицевыми. 1, 2, 3. Далее 2 изнаночных. 1, 2. Дальше у нас с вами идет по рисунку. Мы уже здесь с вами, видите, начинали рисунок вязать. Теперь мы его и дальше будем продолжать. Значит, здесь у нас идут лицевые 4 петли. 2, 3, 4. Следующие 2 изнаночные. Сейчас нам здесь легко вязать, потому что мы с вами вяжем по рисунку, продолжаем вязать наш ажурный вот этот рисуночек. Так, следующие петли у нас 4 лицевых. Далее 2 изнаночных. Так, теперь у нас 3 петли лицевых. 1, 2, 3. Берем маркер, отмечаем маркером, ставим маркер, чтобы отделить нам оставшиеся 11 петель. У нас с вами до конца ряда должно остаться 11 петель, которые мы провязываем с вами лицевыми. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. И последняя петля у нас кромочная, она вяжется изнаночной. Разворачиваем вязание. Так как мы с вами вяжем клин подъема платочной вязкой, значит, все ряды мы с вами будем вязать и с лицевой, и с изнаночной стороны лицевыми петлями, чтобы получилась платочная вязка. Итак, первую петлю мы с вами снимаем, это кромочная. Следующие петли провязываем лицевыми до маркера. Итак, дошли до маркера. Переснимаем маркер. Дальше вяжем по рисунку. Как у нас здесь вот есть петли, так мы и вяжем. То есть продолжаем наш рисунок, чтобы он у нас вот здесь вот в середине рисунок продолжался, не сбивался. Как мы его вот начали вязать от резиночки, так мы его и продолжаем. Итак, мы дошли с вами до маркера. Переснимаем маркер. Дальше продолжаем вязать по рисунку. То есть как петли у нас с вами здесь вот на нас смотрят, так мы их и вяжем. Первые 3 петли у нас изнаночные. 1, 2, 3. Дальше идут 2 лицевые. 1, 2. Следующие 4 петли изнаночные. 2, 3, 4. Дальше 2 лицевые. 1, 2. Следующие 4 петли изнаночные. Далее 2 лицевые. И 3 изнаночных. Дошли до маркера. Переснимаем маркер. Следующие 11 петель. Вот у нас идет платочная вязка, значит мы вяжем лицевыми петлями. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. И последняя кромочная у нас изнаночная. Поворачиваем вязание на правую сторону. Теперь мы с вами будем увеличивать количество петель
чтобы получить расширение. То есть сделать вот этот клин подъема, расширить его вот здесь. Каким образом мы с вами это делаем? Первую петлю снимаем. Следующие петли вяжем лицевыми, так как у нас это платочная вязка. Доходим до маркера. Вот, дошли до маркера, чтобы одна петля у нас перед маркером оставалась. Вот она петля, вот маркер, вот одна петля у нас еще осталась. Из протяжки поднимаем протяжку. И из протяжки делаем еще одну лицевую петлю. Таким образом. И последняя петля, которая у нас была перед маркером, провязываем лицевой. Снимаем маркер. Первые 3 петли провязываем лицевыми. Далее 2 изнаночные. Теперь мы подошли с вами к тому ряду, когда нам нужно делать накид. Потому что рисунок у нас с вами, вот этот, который в середине носочка, вот здесь он у нас с вами продолжается. Итак, мы делаем накид. 2 петли вместе провязываем лицевой за заднюю стенку. Затем 2 петли снимаем, разворачиваем, провязываем лицевой петлей за переднюю стенку. Делаем накид. Далее 2 изнаночных. Накид. 2 петли за заднюю стенку лицевой провязали. 2 петли снимаем сначала, разворачиваем и провязываем лицевой петлей за переднюю стенку. Делаем накид. Следующие 2 петли изнаночные. Затем смотрим, у нас осталось до маркера 3 петли. Мы их всегда будем вязать лицевыми с лицевой стороны. Да? Дошли до маркера, снимаем маркер, первую петлю сняли, поднимаем протяжку, одеваем ее на спицу и из нее, из протяжки, делаем одну лицевую, провязываем одну лицевую петлю. Затем до конца ряда провязываем все петли лицевыми. Последняя петля у нас кромочная, мы ее провязываем изнаночной. Давайте еще разочек посмотрим на нашу модель. Вот эти мы с вами сейчас маркерами отделили клин подъема. Вот вывязываем платочной вязкой. Затем у нас вот 3 петли лицевых, которые у нас отделяют клин подъема от ажурной вязки. Затем у нас вот 2 вот так полосочки получится, как елочка, рисунок елочка. И затем опять 3 петли лицевых и клин подъема платочной вязкой. Итак, сейчас мы с вами вот здесь мы сделали еще один накид. Теперь продолжаем вязать среднюю часть и клин подъема. Значит, разворачиваем мы с вами сейчас на правой стороне, да, поворачиваем наше вязание. На левой стороне, на изнаночной стороне мы с вами первую петлю снимаем. Следующие петли провязываем лицевыми. У нас их сейчас должно быть уже не 11, а больше петель. Мы с вами посчитаем, сколько раз мы одну прибавили, значит 12 должно быть. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 я по 2 петли считала, значит 12 петель. 12 петель у нас должно быть с обеих сторон, с этой стороны и с этой стороны до маркера. Так, дошли до маркера, переснимаем маркер. Первые 3 петли, которые после маркера, вяжем изнаночными. Затем 2 лицевые. Дальше у нас накид, мы его вяжем изнаночной. Следующая изнаночная,
изнаночная. Так, накид тоже изнаночный. Затем у нас 2 лицевых. Далее 4 петли изнаночные. Здесь у нас 2 накида и 2 изнаночные петли. Затем 2 лицевых. Следующие 3 петли изнаночными провязываем. Переснимаем маркер. И до конца ряда, до кромочной петли провязываем все петли лицевыми. Кромочная последняя петля, провязываем изнаночной. Разворачиваем вязание. Еще разочек я вам покажу, значит, как мы будем из протяжки делать петлю. Итак, развернули вязание на правую сторону. Вот такое полотно у нас с вами получается. Первую петлю снимаем, кромочную. Дальше вяжем лицевыми все петли, не доходя одну петлю до маркера. Делаем снова протяжку. Делаем снова из протяжки петлю. Так, вот дошли мы до маркера. Одна петля у нас до маркера осталась. Мы поднимаем протяжку, одеваем ее на спицу, из нее провязываем петлю лицевую и затем лицевой петлей ту, которая у нас до маркера. Переснимаем маркер. Теперь у нас с вами от начала до маркера 13 петель. Дальше вяжем по рисунку. И вот таким образом мы с вами продолжаем вязать до тех пор, пока у нас от начала ряда, вот этот клин подъема до маркера, будем прибавлять через ряд на каждой лицевой стороне, пока у нас не будет здесь 17 петель. Здесь 17 и здесь 17. Середину нашего носочка мы продолжаем вязать ажурной вязкой, так как мы сейчас с вами уже и вязали. Так, ну еще разочек пройдем. Значит, мы от маркера, вот где маркер был, мы провязали 3 лицевых, 2 изнаночных. Дальше мы здесь в этом ряду в третьем накида не делаем. Провязываем 4 петли лицевыми. Затем 2 петли изнаночные. Следующие 4 петли лицевые. Далее 2 изнаночные петли. Перед маркером у нас 3 петли лицевые всегда будут. Снимаем маркер. Первую петлю провязываем лицевой. Затем поднимаем протяжку. Одеваем ее на спицу. И из нее затем провязываем лицевую петлю. Все, и оставшиеся петли до конца ряда провязываем лицевыми. Последняя кромочная петля у нас изнаночная. Все, разворачиваем вязание. Теперь мы с вами на изнаночной стороне вяжем все по рисунку. Не забываем, что здесь у нас платочная вязка, мы всегда вяжем петли лицевыми. Итак, продолжаем вязать рисунок наш, пока у нас с вами не будет до маркера 17 петель с этой стороны и с другой стороны. То есть мы с вами должны сейчас связать вот этот полностью клин подъема и встретимся, когда вы уже будете свяжете вот здесь по 17 петель, у нас будет клин подъема, и вот где-то вот примерно вот до этого места вы без меня свяжете. Итак, мы с вами сделали последнее прибавление, когда вывязывали клин подъема, то есть от маркера,
и до конца. Вот здесь полотно у нас по 17 петель с обеих сторон. Вот такое полотно у нас сейчас получилось. Так, разворачиваем вязание. И продолжаем вязать на левой стороне все петли по рисунку. Не забываем, что у нас первые 17 петель. Здесь мы вяжем платочной вязкой. Первую петлю снимаем. Далее вяжем лицевыми петлями. Это у нас изнаночная сторона. Так, довязали мы с вами до маркера. Перекидываем маркер. И теперь будем продолжать вязать только вот эту среднюю часть от маркера до маркера, высоту. То есть, если мы посмотрим вот на наш манекен, мы с вами дошли вот до этого места. Теперь мы продолжим вязать длину нашего носочка. Мы должны с вами сделать здесь дальше накиды. Будем продолжать их вязать. Так, давайте сосчитаем, сколько у нас здесь получается. Это на размер 36-37. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. То есть вот 16 у нас накидов должно получиться. Итак, мы с вами сейчас пока находимся на изнаночной стороне. Здесь мы никакие накиды не делаем. Продолжаем вязать по рисунку. Итак, вот дошли мы до маркера. Поворачиваем вязание. И теперь будем вязать с вами только вот эту среднюю часть. Вот от маркера до маркера. Маркер сейчас можно снять, он нам пока больше не нужен. Вот будем вязать вот эту часть, 3 лицевых. Дальше идет рисунок и заканчивается эта часть опять 3 лицевыми. Вверх мы с вами посчитали, вот на этом носочке мы должны сделать 16 накидов. Так, давайте здесь посчитаем, сколько мы уже сделали. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. 8 накидов мы уже сделали, значит, нам еще осталось сделать 8 накидов, чтобы получилось 16. Итак, продолжаем вязать вверх наш рисунок. Значит, здесь у нас 3 лицевых. Раз, два, 3. Дальше 2 изнаночных. Теперь мы делаем накид. 2 вместе лицевых за заднюю стенку. Затем 2 петли снимаем, переворачиваем и вяжем 2 вместе лицевой петлей за переднюю стенку. Делаем накид. Дальше раз, два, изнаночная, опять накид, 2 петли за заднюю стенку вместе провязываем лицевой. Дальше снимаем 2 петли, разворачиваем, провязываем 2 вместе за переднюю стенку, накид, 2 изнаночных, раз, два, 3 лицевых. Так, маркер убираем, разворачиваем вязание и продолжаем вязать вот эту часть среднюю по рисунку такой длины, какой вам нужно. Значит, мы определились, что на размер 36-37 нам нужно здесь с вами 16 раз делать накидов. На размер 37-38 значит 17. 38, 39, 19 и так далее. Вот таким образом вы вяжете
вот эту длину на тот размер, который вам нужен. Итак, продолжаем вязать вот эту среднюю часть по рисунку. Итак, я сделала 16 раз накид. Здесь у меня последний 16 накид. После этого накида я провязала 3 ряда. Теперь будем приступать к вывязыванию нашего мысочка. Вот мы с вами дошли вот до этого места. 16 раз сделали накид. Если вы хотите, чтобы ваши носочки были немножко покороче, значит вы здесь делаете сверху не 5 раз накид, а 4, если вам хочется поменьше, или 3. Ну, здесь сами вот уже решайте, какой высоты носочки вы хотите. Теперь то, что касается длины носочка. Мы с вами сделали 16 накидов, это на размер 37-38. Если у вас больше размер, значит вы делаете еще накид 17, это будет на 38-39 и так далее. Увеличиваете количество накидов, прибавляете примерно по 1 сантиметру в длине своего носочка, и таким образом, какую длину вам нужно, вы свяжете. Итак, значит, мы здесь сделали последний раз 16 накид. Я провязала 3 ряда. Теперь нам нужно провязать первый ряд просто лицевыми. Все петли будут лицевые. И где изнаночные у нас были, все петли мы провязываем лицевыми. Это вот с лицевой стороны. Так, довязываем до конца ряда, поворачиваем наше вязание и вяжем с изнаночной стороны все петли изнаночными. Три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Здесь у нас с вами 20 петель. Разворачиваем вязание. Теперь мы приступаем к вывязыванию нашего мыска. Вывязывать будем таким образом. Будем делать с вами убавления. Вот здесь вот видно. Видите, вот здесь мы убавляем с этой стороны. И с этой стороны будем убавлять. С каждой стороны будем убавлять по одной петли в каждом лицевом ряду до тех пор, пока у нас вот здесь вот не останется 8 петель. Итак, вот такое у нас с вами полотно получилось. Теперь непосредственно приступаем к вывязыванию мыска. Вывязываем таким образом. Первую петлю, это мы с вами находимся на лицевой стороне. Первую петлю снимаем. Вторую и третью петлю провязываем вместе лицевой за заднюю стенку. Все остальные петли провязываем лицевыми до тех пор, пока у нас с вами в конце ряда не останется 3 петли. Так, довязываем ряд. Все петли у нас идут лицевые. Так, вот дошли до конца ряда, у нас осталось 3 петли. Мы снимаем третью и вторую петлю, разворачиваем. И затем эти 2 петли провязываем лицевой петлей за переднюю стенку. Последняя петля у нас будет изнаночная, так как это кромочная. Для чего мы с вами вот здесь вот разворачиваем петли? Я вам сейчас на манекене покажу. Видите, у нас здесь вот идет узор, полоска идет в эту сторону, а здесь влево, так, в правую сторону. Значит, с этой стороны в левую, а здесь в правую сторону. То есть вот таким образом мы с вами вывязываем сужение нашего вот этого мысочка. Итак, разворачиваем вязание.
на левой стороне мы с вами вяжем все петли изнаночными, то есть по рисунку. Ничего здесь не убавляем, продолжаем вязать по рисунку. Все петли изнаночные. Это изнаночная сторона. Итак, довязали мы ряд до конца. Разворачиваем вязание на правую сторону. Здесь теперь с правой стороны мы с вами продолжаем делать убавки. Первую петлю снимаем, вторую и третью провязываем вместе за заднюю стенку лицевой. Следующие все петли до конца ряда провязываем лицевыми до тех пор, пока у нас не останется на спице 3 петли. Итак, вот я довязала ряд. Мне осталось 3 петли. Я сначала их снимаю на правую спицу, разворачиваю и провязываю 2 вместе лицевой за переднюю стенку. Последняя петля у нас кромочная, мы ее провязываем изнаночной. Разворачиваем вязание. С левой стороны провязываем все петли изнаночные. Так как это у нас вязание идет по рисунку, а с этой стороны у нас по рисунку все петли изнаночные. Так, довязали. Опять разворачиваем вязание. В лицевом ряду опять начинаем делать убавление с каждой стороны. С этой стороны убавляем петли и с левой стороны. И таким образом вяжем до тех пор, пока у нас на спице не останется 8 петель. Итак, я убавила все петли. Вот уже такой мысочек появился. Здесь у меня осталось 8 петель. Я сделала сейчас последнее убавление. Разворачиваю вязание. С изнаночной стороны провязываю все петли изнаночными по рисунку. Вот у нас осталось 8 петель. Разворачиваю вязание. И теперь мы с вами приступим к набору петель вот здесь вот сбоку. Будем вывязывать с вами сначала вот мысок, а затем уже непосредственно перейдем к вывязыванию подошвы. Итак, мы с вами на правой стороне провязываем вот эти 8 петель лицевыми. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ставим маркер, чтобы нам с вами не запутаться, не потерять вот эти наши 8 петель. Затем начинаем поднимать по кругу петли, вот эти по краешку. Поднимаем петли. Каким образом поднимаем? Вот мы находимся сейчас с вами на правой стороне носочка. Поднимать будем таким образом. Вот находим кромочную петлю. Вот она, кромочная петля у нас образуется из двух вот таких вот ниточек. Вот так вот заводим спицу и поднимаем петельку. 1. Затем смотрим вот дальше. У нас вот видно вот эти вот между петельками вот просветы. Вот в каждой будем, в каждую вот эту дырочку мы с вами заводим спицу и поднимаем петельку. И вот таким образом до конца. Вот до конца, где у нас вот начинается вот здесь петли, мы с вами поднимаем все вот эти наши петельки. С изнаночной стороны у нас вот видно будет вот такую косичку.
Итак, я подняла 4 петли. Считаем дальше 5, 6, 7, 8. Обязательно вот 2 ниточки вот эти берем. 8, 9, 10. Вот видите, у нас с изнаночной стороны получается вот такая аккуратненькая полосочка, как елочка. И таким образом вот до этих вот петель вы по краю поднимаете петельки и считаете, сколько петель у вас получится. Итак, я подняла все петли. У меня получилось вот от маркера до вот этих вот петель, где у нас клин подъема, 24 петли. Обязательно вот здесь запоминайте, сколько петель вы подняли, потому что вы когда будете поднимать со следующей стороны, чтобы у вас количество петель было точно такое же, одинаковое. Итак, я подняла петли, затем вот эти 17 петель, которые мы провязали клин подъема, мы провязываем лицевыми. Так, 17 петель лицевыми. Дошли до последней петли, которая у нас была кромочная. Провязываем ее тоже лицевой. Теперь поднимаем вот эти петли, которые у нас образуют клин подъема. То есть вот до нашего ажурного рисунка. Вот эти вот петли нужно нам также поднять. Здесь мы их тоже поднимаем лицевыми петлями, также вот по краешку. Заводим спицу, вот так вот находим вот этот вот край, где наши кромочные петли. Заводим спицу и поднимаем петли. Считаем обязательно, сколько у нас здесь получится до ажурного рисунка. Значит, 2 у меня получилось, 3, 4, 5, 6. 6 петель у меня получилось вот до ажурного рисунка. Теперь разворачиваем наше вязание и в обратную сторону вытягиваем спицу. Мы с вами сейчас находимся на изнаночной стороне нашего носочка. И здесь вот с изнаночной стороны мы провязываем все петли лицевыми. Первая петля у нас, мы ее снимаем, она как кромочная. И затем до маркера провязываем все петли лицевыми. Здесь ничего считать не надо, просто вяжем вот так вот лицевыми петлями. Вот у нас изнаночная сторона. Все петли мы здесь вяжем с вами лицевыми. Итак, я дошла до маркера. Перекидываем маркер на правую спицу. Здесь у нас осталось вот эти 8 петель. Мы их провязываем тоже лицевыми. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 петель. Восемь петель провязали лицевыми, ставим маркер. Теперь нам нужно поднять, вытягиваем спицу побольше. Теперь мы с вами поднимаем петли с другой стороны нашего полотна. Мы с вами вот здесь подняли, посчитали 24 петли.
вот до клина подъема. Значит, с этой стороны нам тоже нужно поднять 24 петли. Каким образом мы поднимаем? Мы сейчас находимся с вами на изнаночной стороне нашего вязания, поэтому с изнаночной стороны мы эти петли поднимаем как изнаночные. Здесь немножко потруднее, конечно. Также заводим вот в это отверстие, где кромочная, и вот таким образом, как изнаночной петлей, как будто бы вы провязывали изнаночную петлю, мы поднимаем. Раз. Два. И так далее, не пропуская петли. Вот так вот каждую кромочную вот эту петлю вот так вот с той стороны спицу заводим и как изнаночную ее вот так вот провязываем. И вот таким образом набираем 24 петли до нашего клина подъема, вот до этого вот места. И посмотрите, с изнаночной стороны у нас также появляется вот этот колосок, как и был с этой стороны. Итак, таким образом продолжайте поднимать. Не забывайте считать, что у вас количество петель с этой стороны и с той, где вы уже подняли, было одинаковое. Итак, я подняла от маркера до клина подъема 24 петли, так как у меня с правой стороны тоже 24. Теперь вот эти 17 петель я провязываю лицевыми петлями. Раз, два, три, четыре, 5 и так далее. Последнюю кромочную петлю 17 я тоже буду провязывать лицевой петлей. Дошла я до кромочной, тоже провязываю лицевой петлей. Теперь нам нужно поднять вот эти петли вот до нашего ажурного рисунка. Здесь мы с вами тоже продолжаем поднимать так же, как и начинали вот от маркера, изнаночными петлями. Вытягиваем спицу и изнаночными петлями так вот заводим по краю, находим кромочную и изнаночными петлями поднимаем. Не забываем, что у нас здесь мы набрали 6 петель, значит с этой стороны нам тоже нужно набрать одинаковое количество петель, чтобы у нас было 2, так, 3, 4, 5, 6. Вот у меня получилось до ажурного рисунка вот этого узора у меня получилось 6 петель. Если у вас получается больше, ну, можете еще одну петельку сделать. Тогда и с этой стороны тоже, чтобы у вас было одинаково. Если поднимаете по 7 петель, то значит с обеих сторон должно быть одинаково. Здесь 7 и здесь. У меня по 6 петель получилось. Итак, разворачиваю вязание. Вот смотрите, какое полотно у меня получилось уже. Так, вот оно немножко заворачивается. Так, вот такое у нас уже полотно получается. Поворачиваем наше вязание на правую сторону. И теперь нам нужно до маркера провязать все вот эти петли изнаночными, чтобы у нас одинаково с вами получилось. Видите, с этой стороны у нас получаются вот эти бугорки, как изнаночные петли. И нам надо сделать так, чтобы здесь у нас тоже был рисунок одинаковый. Поэтому провязываем до маркера все петли изнаночными. Вот если мы на нашем манекене посмотрим, вот они, видите, вот рисуночек как получается на подошве. Вот все петли у нас одинаковые. Вот такая красивая подошва у нас с вами получится. Итак, провязываем до маркера все петли изнаночными. Первую петлю снимаем и
И затем аккуратненько так все петли до маркера провязываем изнаночными петлями. Здесь уже ничего не считаем, просто вяжем. Немножко тут будет трудновато, так как набирали петли, немножко туговато, но следующий ряд уже будет попроще. Итак, провязываете до вот этого маркера все петли изнаночными. Итак, я дошла до маркера, все петли провязала здесь изнаночные, перекидываем маркер. Дальше начинаем уже, переходим к вывязыванию нашей подошвы. Начинаем вязать подошву. Каким образом? Так, маркер перекинули. И начинаем вязать эти первые 8 петель лицевыми. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 петель провязали лицевыми петлями. Не доходя до маркера, вот у нас одна петля осталась. Мы с вами вот из этого бугорка, с протяжки, вот будем сейчас добавлять одну петельку. Так, поднимаем эту протяжку, одеваем ее на спицу и перекручиваем, немножко ее вот так вот перекрутить, и перекрученной лицевой петлей провязываем лицевую петлю, чтобы не было здесь у нас дырочки. Еще раз показываю. Итак, мы дошли вот до маркера. Вот одна петля до маркера у нас. Поднимаем вот этот бугорочек, одеваем его на спицу и перекрещенной лицевой петлей провязываем лицевую. Затем вот эту петлю, которая у нас до маркера осталась, мы переснимаем. Маркер убираем, он нам пока не нужен. Одеваем эту снятую петлю назад и снятую петлю, которую мы назад вернули, и следующую петлю мы провязываем 2 вместе изнаночные. Если вы здесь боитесь запутаться, вы можете с маркера одеть. Но вообще здесь будет хорошо видно между вот той петлей, где мы с вами 2 вместе провязали, и следующей будет уже вот такое большое расстояние, которое вам будет уже подсказывать, что в этом месте мы с вами затем в следующем лицевом ряду 2 петли провяжем вместе. Разворачиваем вязание. Так, здесь вот можно так спицу вытянуть, леску вот так вот, чтобы вам было удобнее вязать. Мы находимся с вами сейчас на изнаночной стороне. Здесь мы все петли вяжем лицевыми. Первую петлю снимаем, так как у нас здесь будет платочная вязка, значит все петли вяжем лицевыми. Опять также, не доходя одну петлю до маркера, мы останавливаемся, поднимаем вот от этого бугорка вот эту протяжку, вот бугорочек этот, и скрещенной лицевой провязываем лицевую петлю. Снимаем петлю, которая до маркера, убираем маркер, одеваем назад петлю, следующую, значит, ту, которую мы одели, и следующую петлю мы с изнаночной стороны провязываем 2 вместе лицевой. Опять разворачиваем вязание. И таким образом мы с вами будем прибавлять петли до тех пор, пока у нас на петлях не будет 16 петель. Опять мы с вами теперь на лицевой стороне. Первую петлю снимаем. Следующие петли провязываем лицевыми. Теперь у нас с вами на петлях вот от этого большого вот расстояния от первого и вот до следующего, вот здесь вот у нас с вами должно быть 10 петель, потому что было 8, мы по 2 прибавили. Итак, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. И вот это будет 10-я. Но не доходя 10-ю петлю, мы с вами опять также поднимаем протяжку, одеваем на спицу. Затем поднимаем лицевую, провязываем лицевую петлю.
Затем следующая петля вот перед большим расстоянием, и за этим расстоянием эти 2 петли провязываем вместе изнаночной. Все, разворачиваем вязание. На изнаночной стороне ничего не прибавляем. Первую петлю снимаем, все остальные провязываем лицевыми. Сейчас у нас с вами здесь вот должно быть 12 петель. Не доходя 12 петлю, вот видите, у нас уже видно вот эти вот большие расстояния, где мы по 2 петли провязывали. Не доходя 12 петлю, мы также опять поднимаем протяжку, одеваем ее на спицу и из нее делаем лицевую, вот так провязываем лицевую петлю. Следующую петлю перед большим расстоянием и следующую мы провязываем с изнаночной стороны. Да, мы с изнаночной стороны мы провязываем лицевой. Разворачиваем вязание. На лицевой стороне мы никакие прибавления не делаем, просто провязываем петли, считаем, сколько у нас получилось. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Вот смотрим, здесь большое опять расстояние у нас. Не доходя одну петлю до этого большого расстояния, поднимаем протяжку, одеваем ее на спицу. Из нее делаем, с помощью этой протяжки, вернее, провязываем лицевую петлю. Следующая петля перед большим расстоянием и следующая с лицевой стороны мы провязываем 2 петли изнаночными. Поворачиваем вязание. Итак, мы развернули вязание. Теперь мы с вами оказались на изнаночной стороне. Здесь мы никакие прибавки не делаем, вяжем только лицевыми петлями. Первую петлю снимаем кромочную. Дальше вяжем лицевыми. Считаем, у нас тут 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Так, дошли вот где большое расстояние. Заводим вот так вот спицу, поднимаем протяжку, провязываем лицевую петлю. Затем следующая петля перед большим расстоянием и следующая. Мы с вами находимся на изнаночной стороне. Эти 2 петли мы провязываем лицевыми. И вот здесь у нас уже с вами с изнаночной стороны вот видно вот такую полосочку. Разворачиваем вязание. Мы с вами теперь на правой стороне. Первую петлю снимаем. И дальше все петли вяжем лицевыми, так как это у нас с вами платочная вязка. Так, дошли до вот этого большого расстояния, не доходя одну петлю. Поднимаем вот так протяжку, одеваем ее на спицу, провязываем лицевую петлю. Затем вот эта петля и следующая, которая у нас идет до большого расстояния. Так, мы с вами на лицевой стороне, значит, мы провязываем 2 вместе изнаночные. Так, разворачиваем вязание. Так, посчитаем, сколько у нас здесь петель получилось вот между вот этими большими расстояниями. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 петель. Все, мы с вами все петли подняли. 16 петель. Больше мы петли не прибавляем. Так, на изнаночной стороне мы провязываем все петли лицевыми. Доходим, значит, мы теперь уже ничего не поднимаем. Доходим до вот этого большого расстояния. Теперь будем в каждом ряду
убирать по одной петли, захватывать. Таким образом, собирая петли, образуем подошву. Итак, мы с вами на изнаночной стороне, поэтому мы все петли здесь с изнаночной стороны, когда будем убавлять, мы вяжем лицевой. Все, поворачиваем вязание. Так, вот смотрите, у нас уже вот такой мысочек, вот он получается. Это вот с правой стороны, видите, уже вот так вот закругленный. Теперь у нас на спицах 16 петель. Больше мы ничего не прибавляем, а только будем вот с краев убавлять петли. Итак, считаем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15. Теперь вот смотрим вот большое расстояние следующее. Мы с вами на правой стороне эти 2 петли вот так вот провязываем изнаночной. Разворачиваем вязание. С изнаночной стороны первую петлю снимаем кромочную и считаем, значит, кромочную-то 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Следующая петля у нас 16 и 17, провязываем вместе лицевой. Все, разворачиваем вязание. Первую петлю снимаем и считаем опять 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15, 16 и 17 петля. На лицевой стороне мы провязываем 2 вместе изнаночной. И вот таким образом, вот видите, у нас уже начинает получаться подошва. Вот мысочек. И вот таким образом вы вяжете до конца, пока у вас вот здесь вот не останется 6 петель. Вот вы продолжаете вязать. Мы сейчас вот с вами где-то примерно вот здесь. И вот вы таким образом от мыска начинаете вязать до пятки, пока вот здесь не останется у вас 6 петель. Как останется 6 петель, мы с вами начнем вывязывать вот нашу пяточку. Сейчас вы вяжете от мыска до пятки, вот эту вот часть. Итак, вот у нас с вами осталось с обеих сторон по 7 петель. С этой стороны и с этой 7 петель. Значит, мы сейчас с вами еще разочек провяжем ряд лицевыми петлями. Здесь убавим и уже приступим к вывязыванию пятки. Итак, один ряд еще провязываем все петли лицевые. Доходим до последней петли, которая у нас вот здесь вот перед большим расстоянием. Эту петлю и следующую провязываем 2 вместе изнаночной, так как мы с вами находимся на лицевой стороне. Итак, здесь у нас с вами осталось 6 петель. Поворачиваем вязание и теперь мы начинаем формировать пяточку. Каким образом? Первую петлю кромочную снимаем, следующую петлю провязываем лицевой, затем вторую и третью петлю провязываем 2 вместе лицевой петлей. Так, следующие все петли провязываем лицевыми до тех пор, пока у нас с вами до вот этого большого вот отверстия не останется 3 петли.
Вот до этого большого отверстия не останется 3 петли. Вот до этого момента мы с вами провязываем лицевые все петли. Так, вот смотрим, осталось 3 петли. Третью и вторую провязываем 2 вместе лицевой. Затем еще одну петлю лицевую. Затем убавляем вот эту петлю и следующую. Провязываем их 2 вместе лицевой. Все, с этой стороны у нас тоже вот с вами осталось 6 петель. Поворачиваем вязание. Мы с вами сейчас находимся на изнаночной стороне нашего, вернее, на лицевой стороне нашего носочка. Здесь мы никакие убавления не делаем, а провязываем все петли лицевыми. Убавлять мы с вами будем все время на изнаночной стороне нашего носочка. То есть вот сейчас вот видно, если мы вот так вот с вами носочек развернем, вот видите, с изнаночной стороны у нас получаются вот такие вот полоски ровненькие. Это вот изнаночная сторона. Итак, довязываем ряд. Остается у нас вот 16 петля и следующая, которая за большим расстоянием. Мы провязываем 2 вместе изнаночной. Итак, поворачиваем вязание. С изнаночной стороны делаем убавление. Первую петлю снимаем. Следующую провязываем лицевой. Вторую и третью провязываем вместе лицевой. И затем опять до конца ряда все петли вяжем лицевыми до тех пор, пока у нас вот до этой вот полосочки не останется 3 петли. Так, вот осталось 3 петли. Значит, вторую и третью мы вместе провязываем лицевой. Таким образом мы с вами формируем пяточку, убавляем вот здесь постепенно петли. Так, здесь провязываем 2 петли вместе, разворачиваем вязание. Сейчас мы с вами находимся на лицевой стороне нашего носочка. Здесь мы никакие убавления не делаем, а провязываем весь ряд лицевой петлей. Все петли у нас лицевые. Доходим вот до этого места, где у нас большое расстояние. Провязываем здесь вот эту петлю и следующую, которая после большого расстояния провязываем изнаночной. Поворачиваем вязание. Теперь мы с вами на изнаночной стороне. Здесь мы будем делать убавление. Первую петлю кромочную сняли, следующую провязали лицевой, вторую и третью петлю провязываем вместе лицевой и продолжаем вязать ряд до тех пор, пока у нас с вами не останется 3 петли вот до этой вот полоски. Так, я тут лишнее провязала, вот так 3 петли осталось. Значит, вторую и третью петлю провязываем 2 вместе лицевой. Следующую петлю еще раз лицевой. Затем здесь продолжаем убавлять петли. Вот здесь у нас осталось с вами уже по 4 петли с каждой стороны. Поворачиваем вязание. Поворачиваем вязание. Здесь мы с вами на лицевой стороне носочка вяжем все петли лицевыми. Так, вот доходим до этого момента, где у нас большое расстояние. Убавляем, берем 2 петли, захватываем, разворачиваем вязание. Теперь мы с вами снова на изнаночной стороне. Здесь нам нужно пяточку формировать. Кромочную снимаем, далее лицевая, вторую и третью петлю провязываем вместе лицевой. Дальше вяжем до тех пор, пока у нас тут не останется 3 петли. Нам с каждым разом, теперь с каждым рядом, видите, все меньше и меньше здесь вязать. Петли сокращаются.
Так, лицевая. Теперь здесь вот убавляем. Разворачиваем вязание. Здесь мы вяжем все петли лицевыми. Так, дошли вот до этого, где у нас большое расстояние. 2 петли изнаночной провязываем, разворачиваем. Значит, сейчас мы с вами на изнаночной стороне. Первую петлю снимаем, 1 лицевая, вторую, третью провязываем вместе лицевой. И следующие у нас осталось как раз 3 петли, то есть и следующая у нас получается 2 и 3 тоже провязываем лицевой. Затем лицевая, вот эта петля и следующая лицевой. Разворачиваем вязание. И так мы с вами будем вязать до тех пор, пока на спицах не останется 3 петли. Так, здесь вот у нас тоже убавление. Так, вот у нас осталось с вами здесь 2, здесь 1. Сейчас убавим. Так, здесь каким образом повернули вязание. Первую петлю снимаем. Здесь у нас между вот этими полосками осталось 4 петли. Значит, мы сразу вот кромочную сняли и сразу убавляем. Это получается 1 и 2 петля убавляем. Затем опять следующие 2 петли тоже провязываем 2 вместе. Дальше у нас здесь вот убавляется. Так, все, у нас осталось с вами по 1 петли убавить сбоку. Так, следующий ряд мы с вами на лицевой стороне провязываем все петли лицевыми. Так, здесь убавляем. Все, здесь у нас петли закончились. Поворачиваем вязание. Так, здесь вот у нас осталось между этими полосками 2 петли. Мы их сразу убавляем, снимаем кромочную, убавляем. Так, и здесь убавляется тоже. Все, у нас на спицах с вами осталось 3 петли. Итак, мы с вами последний раз убавили. Получилось 3 петли у нас осталось на наших спицах. Сейчас мы находимся с вами на изнаночной стороне носочка. Поворачиваем вязание. И вяжем таким образом. Первую петлю снимаем. Она у нас как кромочная здесь. Средняя петля. Вот здесь всего 3 петли. Средняя петля, провязываем ее лицевой. А теперь смотрите, у нас осталась 1 петля на спице. Мы с вами делаем таким образом. Берем эту петлю и затем вот здесь у нас вот идут как кромочные. Вот их очень хорошо вот видно. Мы от кромочной петли, прям по порядку от 1 петли, поднимаем. Вот видите, кромочная петля, она как колосочек вот здесь, или как елочка вот идет. Мы первую вот эту поднимаем, вот она из 2 ниточек состоит, вот 2 и 1. Мы поднимаем первую вот эту петлю, вот эту снимаем сначала. Теперь поднимаем вот эту 1 петлю, одеваем ее на спицу. Теперь снятую петлю тоже одеваем. И вот эти 2 петли провязываем вместе изнаночными петлями. Изнаночной петлей. Поворачиваем вязание. У нас, видите, осталось также 3 петли. Поворачиваем вязание. Здесь мы теперь на изнаночной стороне. Мы будем продолжать вязать. И у нас вот эти вот 2 полосочки, они так и будут с обеих сторон идти. Значит, 1 петля у нас кромочная, затем лицевая. Теперь опять вот эту петлю снимаем, не провязывая. Смотрим, находим вот эти кромочные петли. Берем первую по порядку петлю кромочную и вот заднюю стенку поднимаем.
на спицы, одеваем ее, одеваем теперь ту петлю, которую сняли. И вот эти 2 петли провязываем вместе лицевой. Разворачиваем вязание. Первая петля у нас кромочная, затем лицевая. Теперь эту петлю последнюю снимаем, берем, находим вот кромочные петли, первую вот эту петельку поднимаем, одеваем ту петлю, которую мы сняли, и их 2 вместе провязываем, 2 вместе изнаночной. Разворачиваем вязание. То есть вот таким образом мы с вами будем подбирать вот эти вот все кромочные петли с обеих сторон, так как мы делали вот и на подошве, подбирали по порядку. Только здесь они у нас были с вами набраны уже на спицы, а сейчас мы с вами таким образом сшиваем вот эти 2 части нашего носочка. Поэтому вот кромочные вот эти петельки мы поднимаем сразу и провязываем. Итак, первую петлю снимаем. Следующая у нас лицевая. Теперь эту петлю сначала мы ее сняли, не провязывая. Поднимаем следующую кромочную, вот эту с краешку. Снятую петлю возвращаем назад. И теперь, вот я вам даже подскажу, подсказка есть. Видите, здесь вот полоски идут. Значит, эти 2 петли последние мы провязываем 2 вместе лицевой. Все, разворачиваем вязание. Первая петля у нас кромочная, следующая лицевая. Эту петлю снимаем. Вот здесь, смотрите, у нас с этой стороны нету полосок, значит, эти 2 петли мы будем провязывать изнаночными. Сняли петлю, поднимаем кромочную, одеваем ее на левую спицу, возвращаем ту петлю, которую мы сняли, и последние вот эти 2 петельки провязываем изнаночной. И вот так мы будем с вами с обеих сторон вот эти петельки поднимать, провязывать, и все время на спице будет 3 петли. Доходим таким образом до конца вот резинки. Вот на этом носочке я уже все подобрала, все эти петельки. Видите, как у нас будет получаться. Вот у нас пяточка была, мы ее, вот эти 3 петли продолжали вязать, и у нас вот имитация шва получилась. Так вот должно получиться. Итак, продолжайте здесь вот поднимать петли со всех, с 2 сторон, и поднимайтесь вверх до тех пор, пока не дойдете вот до конца. Итак, я уже подхожу к завершению. Видите, у меня как получилось. Вот это вот пяточка. Вот с левой стороны носочек вот такой аккуратненький тут получается рисунок с левой стороны, с правой вот типа как шовчик, имитация шва получается. Итак, значит, я сейчас вам покажу, как здесь закончить. Значит, мы заканчиваем уже, первую петлю снимаем, среднюю провязываем лицевой, так вот поднимаем, здесь 2 вместе лицевой провязываем, поворачиваем вязание. У нас тут осталось с вами с этой стороны, с этой еще по одной петельке поднять, чтобы у нас вот так вот выровнялось здесь сверху. И затем мы с вами закроем петли и уберем кончики ниточек. Так, здесь у нас изнаночная. Поворачиваем вязание. Так, здесь уже у нас осталось еще раз. Здесь вот поднимаем петельку, возвращаем, провязываем лицевой.
Разворачиваем вязание. Так, здесь мы уже больше поднимать не будем. Нам осталось вот здесь, вот видите, немножко, как видно, что нужно одну петлю поднять. Значит, еще раз провязываем, чтобы было ровно у нас. Вот здесь вот еще одну петлю поднимаем. Все, мы с вами закончили. Теперь нам нужно все эти 3 петельки закрыть и подобрать вот эти все ниточки, ровненько сделать. Так, как мы с вами закрываем? Обычным способом. Первую петлю снимаем, следующую провязываем лицевой, затем снятую петлю через лицевую продеваем, последняя петля лицевая, и также вот продеваем. Итак, вот мы с вами здесь все петельки закрыли. Берем ножницы, через петельку продеваем ниточку, все это затягиваем, чтобы у нас здесь ничего не распустилось. Берем иголочку и убираем теперь кончики вот этих всех ниточек. У нас с вами 2 ниточки осталось. Вот первая ниточка, как мы набирали с вами петли, и вторая вот то, что мы сейчас вот закончили. Так. Значит, здесь вот немножко, если неровненько будет, можно вот сюда вернуться, на эту сторону. Немножко здесь вот подкорректировать, чтобы было ровно. Так вот. Закрепляем ниточку. Вот видите, все теперь уже здесь ровненько. И вот таким образом можно вот этот ряд взять, чтобы спрятать ниточку. И вот таким вот образом мы по краюшку сверху вниз так вот проходим. И прячем кончик наш. Можете подальше маленько пройти еще, чтобы не видно было. Все, ниточку отрезаем. Один кончик мы с вами спрятали. Так, остался у нас вот этот кончик, набирали с вами при помощи вот этой нитки петли. Также мы с вами сейчас вот здесь немножко закрепим, чтобы было ровненько. Подправьте здесь, если у кого немножко тут неровно. Вот. Ниточку закрепляем. Закрепили ниточку. И также вот по этой полоске, по краешку вот так вот проходим сверху вниз. Таким образом вот прячем кончики наших ниточек. Так аккуратненько за каждую вот эту ниточку. И вот так аккуратненько до конца проходим. Ну, сантиметра нужно 5 даже пройти, чтобы уж точно эта ниточка потом не вылезла. Все, отрезаем. Вот все ниточки мы с вами спрятали. Носочек получился у нас
без швов абсолютно. Вот это вот у нас изнаночная сторона. Видите, как получается с изнаночной стороны. Выворачиваем на правую сторону наш носочек. Вот так он выглядит с правой стороны у нас, с лицевой стороны. Вот такой вот носочек. Пяточка у нас, видите, как аккуратненько получилось. Здесь мы с вами вот как вязали эти 3 петли, как имитация шва, видите? Ну, мы знаем, что шва-то у нас с вами здесь и нет. Вообще, вот если кто не хочет или кому трудно вот здесь вот эти 3 петли вязать, вы можете сделать таким образом. Вот когда вы пятку убавляли, вот здесь вот дошли до того места, когда у вас осталось здесь 3 петли, вы эти 3 петли вместе провязали вместе одной петлей, и затем уже можно тогда отсюда и до конца носочка сделать шов. Вот, кстати, у меня вот эти вот носочки, которые здесь вот стоят на манекене, которые были, они сзади вот именно так и связаны. Я довязала вот пяточку, здесь 3 петли осталось у меня, я их вместе провязала лицевой и затем сделала вот этот один шов до конца. Вот эти вот носочки, они связаны со швом. Есть у них один шов сзади. Итак, вот наши носочки у нас теперь готовы. Вернее, один носочек готов. Вяжите следующий носочек. Удачи вам, творческих успехов!